Здравствуйте всем, bienvenue à Paris. Мы очень рады сегодня вас принять в Пиазza и особенно Ольгу Энгель. Очень благодарю, что согласилась сегодня рассказать о своей работе. Для нас это немножко первый раз, что мы принимаем русского дизайнера в Париже. Обычно мы наоборот делаем, мы представляем французов в России, но нам очень важны культурный обмен между Францией и Россией, поэтому мы очень рады сегодня принять Ольгу и послушать о ее работе. Спасибо, Ольга. Может, Ольга, ты нам расскажешь, как это все началось? В общем. Да, здравствуйте все, спасибо, что добрались. Смотря что началось, что все. Я занималась сначала, как и многие, интерьерным дизайном, но так получалось у меня, что даже когда я делала интерьеры, я делала предметы для этих интерьеров самостоятельно. Мне всегда было проще так работать, придумывать все самой самостоятельно. И наступил момент, когда я поняла, что есть такая профессия предметный дизайнер, и, собственно, я начала полностью заниматься предметным дизайном. Это значит, что ты совсем отошла от интерьерного дизайна, и меня лично как бы интересует, почему, что тебе больше нравится в предметном дизайне, и, может, ты расскажешь изначально, какое у тебя образование, предметное или интерьерное? По поводу образования, я закончила Московскую текстильную государственную академию. У меня инженерная специальность, но так получилось, что в то время, когда я училась, профессии дизайнера вообще в принципе не существовало, как мы все знаем, в России она появилась гораздо позже. Я занималась интерьерами, но у меня не было специального образования, и в какой-то момент я поняла, что нужно все же его получить. Я пошла учиться в школу детали. Очень благодарна этой школе, потому что вот, и просто, я поняла, что если заниматься профессионально этой сферой деятельности, да, если, грубо говоря, брать за это деньги, да, то у меня должно быть образование. И я отучилась в школе детали, и так получилось, что мы поехали на стажировку в Лондон, и там я услышала выступление предметного дизайнера Марка Хамфри, который в дальнейшем я у него училась и продолжила развивать это направление. В Лондоне я поняла, что в принципе я всю жизнь занимаюсь предметным дизайном, просто я не могу это для себя сформулировать. И вот в Лондоне я это сформулировала для себя и стала фокусироваться на предметном дизайне. Занимаюсь ли я интерьерами? Можно сказать, что нет, я не занимаюсь интерьерами. Сейчас мне везло, в принципе, с заказчиками по интерьерам, мне давали полную свободу действий и доверяли. Единственное, что с меня спрашивали, это бюджет, который, в рамках которого я должна была действовать. Все остальное, я придумывала и практически ничего не согласовывала. Но были предложения, как у многих интерьерных дизайнеров, работать с разными заказчиками. И я понимала, что это такое очень сильное ограничение свободы для меня. И я не хочу себя ограничивать. Поэтому я пошла в предметный дизайнер. У меня больше свободы. И в предметном дизайне я выбрала сферу деятельности. Это коллекционный дизайн. Тут уж как бы совсем можно делать все, что хочешь.
Но опять же в рамках разумного, да. Если это будет нравиться, значит это будет востребовано, если нет, значит нет. Ну, здесь фотографии, это фотографии с выставки, самой первой выставки, в которой я участвовала в Брюсселе, Collectible, собственно, с которой, в принципе, все и началось. Мне поступило предложение поучаствовать в этой выставке, нужно было отправить свои работы, чтобы жюри посмотрело, берут они меня или не берут. Ну и, в общем, как бы они меня взяли, я там выставилась, и Армель Сойе, с которой я сейчас сотрудничаю, галерея в Париже и в Межеве, она прилетела на эту выставку буквально там, ну, на час, наверное, забежала, оббежала всю выставку, забежала на стенд, мы сказали друг другу: здравствуйте, я Армель, здравствуйте, я Ольга Энгель, и все, она убежала, и на следующий день позвонила и сказала, что я беру твои предметы себе. Вот, собственно, все с этого началось, и так получилось, что после Collectible сразу случился ПАД в Париже, и она тоже взяла на ПАД мои предметы. Ну, а дальше нужно было придумывать что-то еще. Ну, вот, собственно, так все и произошло. Я начала делать предметы. Светильники Emotions, вот большой светильник Emotions, там кресла тоже мои стоят, да, вижу, кресло, зеркало, зефир. Здесь вот немножечко процесс, как делаются предметы зефир, могу рассказать о них, собственно, что это такое. В эту коллекцию входят зеркала, потолочный светильник и немножечко выбивается напольный светильник Yeti. Значит, эти предметы сделаны таким образом, что это фарфор, фарфоровые подвески, на каркас навешиваются вот эти фарфоровые капли. Вот на этом зеркале, допустим, 750 фарфоровых подвесок. На других предметах их гораздо больше. Вся эта коллекция, она называется «Воспоминания впечатлений». То есть у каждого из нас в жизни происходят какие-то события, которые накладывают отпечаток на нас, на наш характер, вообще на нашу жизнь. И эта коллекция появилась таким образом, что это вот, ну, как бы, причем это не сами события какие-то, а именно ощущения, эмоции от каких-то событий. Допустим, там аромат рождественской елки, звук бумаги, когда мы разворачивали подарки, голос бабушки, там, когда она зовет из другой комнаты. И вот каждая подвеска, да, это вот коллекция таких впечатлений. То есть, когда ты создаешь предмет, ты не думаешь никогда ни о функциональности, ни о заказе, кто его купит, зачем он будет, куда его поставить, как его вставить в проект? Конечно, я об этом думаю, всегда это держу в голове. Изначально без этого невозможно что-то сделать, потому что это будут совсем странные вещи, могут быть совсем странные вещи, да. Все же эстетика какая-то должна присутствовать в предметах, и так как я работала с интерьерами, да, я уже прекрасно понимаю, как, где это может быть, для чего это может быть. Это фотографии с соло-шоу моего в галерее у Армель Сойе. На фото кресла Хуаю. Тоже могу рассказать немножечко про них. Для меня вообще, как для дизайнера, очень важно, чтобы каждый предмет имел какую-то эмоциональную составляющую и обладал своим характером. То есть если просто предмет красивый и сделан правильно, красиво, но в нем нет какой-то эмоции, для меня это просто предмет мебели. И в коллекционном дизайне тоже всегда очень ценится вот какая-то эмоциональная или интеллектуальная составляющая предмета. Эти кресла я сделала... Мне хотелось сделать какие-то простые такие очень предметы, потому что, честно говоря, я немножечко к тому моменту устала от работы с нашими производствами местными.
Вот, и если посмотреть на эти 3 кресла, у них, в принципе, взята одна и та же спинка, цилиндр, да, просто он в разном направлении согнут, загнут, как правильно по-русски. Вот, и в зависимости от этого каждое кресло, оно вроде бы такое же, как все остальные, но у него уже появляется какой-то свой собственный характер. И вот когда они вместе собираются, как люди, да, мы когда видим друг друга, моментально, автоматически у нас происходит считывание другого человека, мысленно звучит вопрос «Кто ты?». Вот эти 3 кресла, они вот, у них такая компания, они стоят друг с другом, приглядываются друг к другу и задают этот вопрос «Кто ты?». Здесь дальше вот на этом слайде диваны и кресло-помпон. Тоже, опять же, это все из детства, детские воспоминания. Мне хотелось сделать... Начну с того, что я приверженец того, что мягкая мебель должна быть суперкомфортная, удобная, на которой можно сидеть с ногами, валяться всей семьей, там, с собакой, с книжкой. И, то есть диван — это твой лучший друг, грубо говоря. Вот. И попадая на диван, ты должен всегда чувствовать максимальный комфорт. И вот эти диваны, они достаточно, и кресла достаточно большого габарита, большого размера, вот чтобы как раз можно было там на них с комфортом располагаться. И называются они помпон, потому что, опять же, вот, ну, они мне напоминают такие вот круглые мягкие помпончики, которые разбросаны по полу. Собственно, вот такая идея их. Получается, да, что вот эта мягкая мебель, это очень разные, как бы, чем делать фарфор. Есть ли предметы, которые ты предпочитаешь создавать для тебя? Что самое большое удовольствие? Сложно ответить на этот вопрос. Не знаю, мне вообще, в принципе, нравится процесс придумывания. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Сейчас вот очень важно всегда прислушиваться к себе. Я поняла, что во время работы никогда нельзя идти на компромисс и делать то, что тебя просят, если это идет даже чуть-чуть вразрез с твоим собственным представлением о том, как ты хочешь. Вот я, в принципе, пытаюсь следовать этому требованию, этому правилу внутреннему и оценивать свои предметы. Кто бы что ни говорил, я очень благодарна людям, которые хвалят и которые ругают, но самый, как бы, главный критик моих предметов — это я сама. Я прекрасно знаю свои слабые места в них, знаю сильные, и пытаюсь работать над этим. Сейчас мне больше всего хочется, как я говорю уже, я немножечко устала от дизайна. Очень много на сегодняшний день дизайнеры придумывают каких-то таких сложно сочиненных, пытаются удивить материалами, формами, эффектами и так далее. И мне сейчас очень хочется уйти вот совсем в какие-то такие простые вещи, лаконичные, но опять же, которые будут иметь какую-то эмоцию внутри, да, они должны нести ну, что-то позитивное, потому что, опять же, если брать рынок арта, который на сегодняшний день выплескивает какие-то темные стороны человечества, да, вот почему-то стало можно, и все как-то пытаются выразить, чем ужаснее, чем грязнее, да, тем это интересней, то мне, наоборот, хочется уже вот через предметы добавить чего-то светлого, доброго, такого простого, понятного, комфортного. То есть это вот как бы это то, что мне нравится. А как ты продолжаешь что-то придумывать? Ты много говорила о детских эмоциях. Как ты набираешься эмоциями?
Я не набираюсь, они есть у меня всегда со мной, присутствуют. Просто я вспоминаю какие-то вещи, мне становится хорошо, и мне хочется что-то сделать на фоне этих эмоций, воспоминаний, как-то выразить их в предмете, или наоборот, предмет наполнить этими эмоциями. М, Вот как-то так. Ну, это стульчики, которые, да, как кресло. Они называются Who I Am. Тут как бы наоборот уже стул приходит и говорит, заявляет о себе. Вот. Эти стулья были сделаны к мероприятию в Межеве. Галерея Армаль-Суе делала большой такой ивент. Даже это была неделя дизайна, можно сказать. И нужно было сажать людей за большой стол. В общем, эти стулья были сделаны для этого. Это дерево, это брошированное дерево, которое наполнено золотой поталью. То есть это мне очень нравится сочетание простого с как бы дешевого, недорогого с дорогим, да. То есть это вот обычная какая-то деревяшка такая грубая, ободранная, но позолоченная. Ну вот как-то так. У тебя есть материалы, которые ты предпочитаешь? Мы уже показали, что ты много работаешь с фарфором, но есть ли у тебя другие идеи? Я, как все женщины, человек непостоянный, и любовь моя переменчива, поэтому сегодня мне нравится одно, завтра другое. Вот фарфор, честно сказать, мне надоел уже своей сложностью. Он очень требует, очень много сил уходит на то, чтобы что-то сделать и чтобы получить то, что хочется. Допустим, когда я начала работать с фарфором, самые первые изделия, я очень люблю объемные предметы, большие по габаритам. И даже в маленьких помещениях, подсмотрено у голландцев, они очень любят этот прием, когда в маленькие помещения ставятся большие предметы по объему, и комната магическим образом, ее пространство как-то меняется, да, и мне очень это нравится тоже, и я очень люблю большие предметы. Но фарфор такой капризный материал, что сделать большой предмет из него очень сложно. Соответственно, вот тоже так появились предметы зефир из капель, когда с помощью маленьких элементов создается большой объем. Но это очень трудоемко, это очень-очень сложно. На обвеску, допустим, одного зеркала уходит до 12 часов работы. И я вот иногда думаю, надо что-то еще поискать и влюбиться в что-то другое, потому что какая-то сложная любовь получается. Ты уже сказала, твои предметы представлены в французской галерее. Франция занимает какое-то особенное место для тебя, Франция, Париж. Да, так получилось, что это моя самая любимая страна. Я влюблена во Францию, влюблена со всеми ее достоинствами и недостатками. Ну вот как-то так, да, получилось, что, ну, мы все очень много ездим, путешествуем, и каждый раз примеряем на себя, наверное, новое место, да, вот мое, не мое, смогу я здесь жить, не смогу. Вот здесь абсолютно вот все мое, да, вот я говорю, и все недостатки мои, и все достоинства мои. Такой, как бы, как сказать, когда меня спрашивают, вот почему Франция, я рассказываю такой случай из своей жизни. Я была как-то на блошином рынке, и наступило время обеда. Ну, сейчас мы все знаем, что для французов время обеда — это святое. Вот. И я наблюдаю такую картину, что пожилые мужчины и женщины, которые занимаются продажей на этом рынке, они поставили такой маленький столик для того, чтобы пообедать.
Они накрыли его скатертью, они достали хрустальные фужеры, они достали приборы, салфетки. Они сели и красиво пообедали. И вот я все время привожу этот случай в пример, потому что, ну, это только французы так могут делать. Мы там по-быстрому бутерброд какой-то съедим и побежим дальше, да? Нет, ну вот вкус жизни — это Франция. Это светильник Мюге. Он был сделан на самом деле, тоже вот хотелось какой-то простоты такой, ничего сложного. Это кованый металл и фарфор. Один материал очень грубый, второй, наоборот, очень хрупкий. И вот, ну, сочетание хотелось такое осуществить. Здесь немножечко показан процесс, как делается фарфор. Фарфор делается очень сложно. Сначала делается модель, потом с нее делаются литьевые формы, потом в эти литьевые формы наливается сам раствор фарфора, который оседает на стенках, потом эти формы раскрываются. Фарфор должен высохнуть какое-то время, потом его первый раз обжигают, потом его второй раз обжигают, и в итоге непонятно, что из печи ты достанешь. Иногда совсем не то, что ожидаешь. Вот, поэтому такой очень... Это самые первые, да, мои предметы, Emotions. Как я говорю, я люблю большие предметы, и они где-то, наверное, 1,92 м в высоту, достаточно большого габарита. Ну вот нам повезло, мы для выставки делали эти головы из фарфора. Те люди, которые занимаются фарфором, когда видят эти головы, они говорят, это невозможно сделать из бисквита. Ну вот, как бы мы смогли, слава богу. Это делалось в России, да. Кстати, про Россию. Считаешь ли ты, что твой дизайн русский? Есть ли это смысл? Есть ли дизайн французский, есть ли дизайн русский? Определимся, да, что такое русский дизайн. Все открыто. Ну вот я не знаю, что такое русский дизайн, поэтому я не знаю, куда себя отнести, к какому стилю. Мне сложно как-то классифицировать. Мне нравится, ну, я попробую, наверное, сделать сейчас серию предметов, вот то, что я начала говорить, на русскую тему. Мне не нравится, когда русская тема эксплуатируется очень так прямолинейно, в лоб, берутся там какие-то такие штампы, и, в общем, мне хочется сделать что-то с намеком на, опять же, да, то есть это не конкретное что-то русское, но это будет вызывать какие-то ассоциации с чем-то русским, допустим, да, вот. Зеркало «Зефир», если ты пролистаешь, меня попросила Армель сделать описание для этого зеркала. На самом деле оно изначально задумывалось не как кокошник, но, в общем, для французского журнала нужно было написать, что это что-то русское. Вот, я придумала, что это мог бы быть кокошник. На самом деле это не как кокошник. Само зеркало, сама поверхность зеркала очень маленькая, и когда подходишь к нему, видишь только свое лицо в нем, а вокруг такой вот парик, да, то есть, опять же, про эмоцию. Ну, в этом есть какой-то юмор, какая-то ирония, да, когда говорят, ой, там маленькое зеркало, там в нем ничего не видно. Ну да, в нем ничего не видно, но зато оно, вот к нему подходишь и радуешься, что такой кудрявый. Даже если ты не считаешь, что твой дизайн русский, это может быть без смысла, то в любом случае, мне кажется, что ты открываешь путь российским дизайнерам на международных рынках, потому что это факт, что их мало. А почему, не очень понятно. Почему их мало? Потому что, ну, очень много можно говорить на эту тему, потому что у нас вообще все очень трудно и тяжело происходит. У нас в стране нет производств и нет мастерских,
И очень много талантливых дизайнеров, я уверена, хотели бы и могли бы заниматься этим, но очень мало возможностей для реализации. И я не думаю, что мы, русские дизайнеры, очень востребованы именно как русские дизайнеры у себя в стране. То есть для того, чтобы тебя начали серьезно воспринимать дома, да, тебя должны сначала где-то оценить, а потом уже тогда скажут: ну да, молодец, вроде бы что-то получается. Ну вот поэтому, наверное. И, ну, если кому-то я чего-то открываю, какой-то путь куда-то, я очень рада. Если это кого-то вдохновляет, не пугает и не останавливает. Мне очень многие ребята пишут и спрашивают, задают вопросы. Я всегда с радостью делюсь тем, чем на сегодняшний момент обладаю, теми знаниями, как пройти этот путь. Но, в общем, с удовольствием рассказываю все, что знаю. Ну, получается, что ты считаешь, что как бы российская как экосистема дизайна тебе не помогла? Она мне помогла в любом случае. Она меня закалила, она сделала меня сильнее. Вот. Спасибо ей огромное. После нее ничего не страшно, в принципе, уже нигде. Ну да, как-то так. Спасибо, Ольга, большое. Мы очень рады, что ты сегодня нам рассказала. Может быть, есть вопросы? Задавайте. Производство нашлось в России для начала, да, это все-таки вот, это стоило немалых усилий и финансовых, и эмоциональных, и физических в том числе. И опять же, я в какой-то момент задумалась, а нужно ли так мучиться вообще? И сейчас я сотрудничаю не только с российскими производствами, я сотрудничаю уже и с другими. И как-то все порадостнее немножечко происходит иногда. Конечно, есть волнение, а вдруг не получится, а вдруг потом это мы не успеем сделать. По поводу гениальности, это мы вообще как бы, да, убираем за рамки всего. То есть ну, результат, ты же не знаешь, когда что-то начинаешь делать, да, какой будет результат. В этот момент я просто себе всегда говорю, ты максимально делай то, что ты можешь на сегодняшний момент, а дальше как будет, так и будет. И у меня был очень хороший учитель, вот Марк Хамфри. У нас даже были специальные занятия, когда он говорил, вот ты садишься и за 5 минут придумываешь там, ну, давал какое-то конкретное задание, да, там, каминные часы. У тебя есть ручка, бумага и, допустим, там ножницы и клей. Ты должен сделать эскиз, ты должен, во-первых, ты должен придумать этот предмет, ты должен сделать эскиз и макет за 5 минут или там за 15 минут. Ты садишься и просто вот включаешь весь свой ресурс, весь свой резерв и делаешь. Ну а что получилось, то получилось уже в итоге. Как бы, да, страшно, да, много всяких мыслей, которые мешают, сбивают, там, выбивают из равновесия, но уже я как-то пытаюсь с этим, вернее, я уже, мне кажется, научилась с этим бороться. Я не думаю об этом. Просто эти мысли, они не приносят ничего позитивного и продуктивного. Ну, как бы я ничем не рискую, я делаю то, что мне нравится. Big idea. У меня нет такой большой какой-то мечты. Я просто вот пытаюсь получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. Сегодня мне интересно что-то одно, завтра, может быть, мне интересно что-то другое. Хотя вот эта вот big idea, она должна быть, в принципе. Но, опять же, она может быть не та.
и ты можешь потратить всю жизнь на то, чтобы идти не в ту сторону. И поэтому я просто слушаю себя и плыву по течению, можно так сказать. И я заметила, что иногда то, что происходит в моей жизни, оно превосходит даже мои самые смелые мечты и ожидания. Вот, то есть мечта может быть ограничением. Я решаю. А, как мы работаем? Я придумываю предметы, смотрю на них какое-то время и оцениваю, насколько они для меня кажутся привлекательными, да, какой-то период времени, и показываю их Армель. И она говорит: окей, мне это нравится, или там мне это не нравится. Вот, это мне не интересно. И дальше я уже решаю, что с этим предметом делать. И либо запускать его в производство, либо пока отложить, либо выбросить совсем куда-нибудь. Выставку эскизов? Хорошо. По поводу мечты, я вот тоже сейчас расскажу один случай, который произошел. Ну, в общем, женщина, которая живет в Нью-Йорке, француженка, шла по Парижу, потому что она куратор выставки Сальвадора Дали, которая будет проводиться во Франции. И она шла как раз по той улице, на которой расположена галерея Армель Сайе, и увидела ее вывеску, и зашла на ее сайт, увидела мои работы. И ей почему-то показалось, что они вот прям очень в стиле Сальвадора Дали. И написала письмо, что она хочет получить эти предметы для выставки в музее во Франции. Следующим летом это будет. Вот такие какие-то приятные сюрпризы, неожиданные для меня происходят, поэтому к вопросу о мечте. Как-то если ты двигаешься в правильном направлении, вокруг выстраиваются какие-то события, которые тебя куда-то дальше ведут, приводят к чему-то, подталкивают, дают возможность. Как только я начинаю идти не в ту сторону, я это тоже сразу понимаю, чувствую, что у меня закрываются все двери, и, в общем, мне нужно остановиться и понять, что происходит, и что я делаю не так, или наоборот. Еще больше приложить усилий, чтобы открыть двери, например. Ольга, мы тебе желаем еще больше успехов. Еще раз спасибо. Очень рады, что тебя приняли сегодня. И надеемся, что это не последний раз. Спасибо огромное.